Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking, и с вами я, Наталья Машика. По вашим многочисленным просьбам продолжаю рубрику «Хлеба за 5 минут в день». И сегодня мы с вами приготовим хлебушек по новой технологии. По-прежнему вам потребуется всего 5 минут вашего времени на соединение ингредиентов и формовку хлеба, а все другое время хлебушек проводит без вашего участия. Этот рецепт порадует тех, кто не любит длинную ферментацию и не любит долго ждать. Здесь будет все очень просто и быстро. А самое главное, нам нужно всего 4 ингредиента: мука, вода, соль и дрожжи. А в результате вот такой вот замечательный мякиш и хрустящая корочка. Ну а рецепт я нашла в книге, которую вы видите на экране. Моя помощница Мэйзи вся в предвкушении, как же она мне будет помогать. Вчера она мне так помогла, что залезла в мешок с мукой. Фотографии вы можете видеть в сообществе. Я думаю, те, кто видел, они вас здорово повеселили. Ну что, друзья, берите своих помощников и давайте готовить вместе. Приступаем. Теплую воду соединяю с солью и сухими растворимыми дрожжами. Все перемешиваю. Вместо сухих растворимых дрожжей можно взять свежие прессованные. Точное количество укажу под видео. Пусть вас не пугает, что здесь соль соединяется с водой и дрожжами. По словам авторов рецепта, мы перемешиваем все очень быстро, поэтому соль не успевает вступить в реакцию. Теперь эту смесь добавляю в миску с просеянной мукой. И все буду соединять с помощью вот такого венчика, или можно руками, или спатулы, как вам удобно. Соединяем буквально 30-40 секунд, до тех пор, пока вся мука не соединится с другими ингредиентами. У вас должна получиться вот такая вот липкая масса. Миску накрываю пищевой пленкой, и авторы рецепта рекомендуют сделать в пищевой пленке несколько проколов. Я сделаю 3. Для того, чтобы когда тесто будет подниматься, углекислый газ смог выходить через отверстие. Убираю миску в теплое место на 2 часа. 2 часа прошло, и посмотрите, друзья, как выглядит мое тесто. Оно значительно увеличилось в объеме и запузырилось. Теперь у вас есть 2 варианта: либо выпекать хлеб сразу, либо отправить его в холодильник для холодной ферментации. Такое тесто вы можете хранить в холодильнике до 2 недель и выпекать хлеб тогда, когда вам нужно. Мне кажется, это очень удобно. Но самое главное, что кому очень не терпится, тот может начинать выпекать сразу же. Если вы приготовите это тесто впрок, то после того, как вы его вытащите из холодильника, обязательно дайте ему прогреться минимум 40 минут при комнатной температуре, а лучше, если 1,5 часа. Кстати, с холодным тестом работать гораздо легче, чем с этим. Ну а тем, кому очень не терпится, будем выпекать сразу. Рабочую поверхность припыляем мукой. Имейте в виду, что тесто достаточно липкое, поэтому муки потребуется гораздо больше, чем для холодного теста. Кладу тесто на рабочую поверхность. И теперь тесто я слегка обминаю. Если оно липнет к вашим пальцам, то пальцы обмакивайте в муку, и тогда работать с таким тестом будет гораздо легче. Теперь тесто я складываю конвертом. Сначала одну половину к центру придавливаю, затем другую чуть-чуть придавливаю, и затем 2 оставшиеся стороны тоже слегка придавливаю. И после того, как вы сложили конвертом, по желанию тесто можно собрать в шар, если вы, конечно, планируете сделать круглый хлебушек. Если вы планируете сделать длинной формы хлебушек, тогда формовать придется по-другому.
И теперь тесто поворачиваю швом вниз. Если нужно, рабочую поверхность слегка припылите мукой. Положите тесто и слегка вот так вот проверните. И сформованный хлебушек необходимо растаивать при комнатной температуре 30 минут перед выпечкой. Вы можете оставить либо на рабочей поверхности, прикрыв тесто полотенцем кухонным, либо пищевой пленкой, либо положить на пергаментную бумагу, как сделала это я, и прикрыть пищевой пленкой, смазанной растительным маслом, масляной стороной. На этой же пергаментной бумаге я буду выпекать хлебушек. Если ваша пергаментная бумага не выдерживает высокие температуры, не используйте ее. Как только вы сформовали хлеб, берем чугунную сковороду, либо противень, либо камень для пиццы, кладем в духовку не на среднюю полку посередине, а на одну полку ниже. И включаем духовку нагреваться до температуры 230 градусов Цельсия в течение 30 минут. Прошло 30 минут, сковорода хорошо нагрелась, и теперь переложу туда мое тесто вместе с пергаментной бумагой. Повторяю еще раз, если вы не уверены в качестве вашей пергаментной бумаги, кладите тесто просто в смазанную растительным маслом сковороду. И обязательно необходимо сделать надрезы. Я сделала один продольный длинный надрез и еще сделаю по 3 маленьких надреза с каждой стороны. Единственный маленький минус этого теста — это то, что оно липкое, и когда вы делаете надрезы, оно немного цепляется к лезвию. И перед тем, как отправить хлебушек выпекаться, на дно духовки кладем емкость, в которую необходимо налить 300 мл горячей воды. Это для того, чтобы в духовке был пар. Как только вы положили емкость, отправляем хлебушек выпекаться на 30-35 минут при температуре 230 градусов Цельсия. Мой хлебушек готов. Выпекался он у меня ровно 33 минуты. Естественно, готовность хлеба всегда проверяйте лучинкой. Если вы засунули лучинку в хлеб и она осталась сухой, значит хлебушек готов. Перекладываю на решетку и дам ему полностью остыть. Сразу после выпечки корочка у хлеба достаточно твердая, но буквально через полчаса она гораздо мягче. Посмотрите, друзья, каким получился мякиш. Замечательный хлебушек, очень приятный, нежный, воздушный. Я думаю, такой хлебушек никого не оставит равнодушным. Попробуйте этот рецепт. Все очень просто и, самое главное, быстро, из простых ингредиентов. Если вам понравилось это видео, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео, всем пока!